Друзья, добрый день. Почему сегодня витамины нужны каждому? Правда, о которой редко говорят врачи. Вы когда-нибудь задумывались, почему люди стали быстрее уставать, чаще болеть, хуже спать и чувствовать себя старше своих лет? Многие считают, что причина возраст, стресс или экология. Но есть еще одна причина, о которой говорят значительно реже. Это хронический недостаток витаминов. Даже если вы питаетесь нормально. Сегодня я покажу официально рекомендуемые нормы потребления витаминов для взрослых, утвержденные в России. Объясню, зачем нужны организму, и расскажу, что происходит, если этих веществ не хватает годами. Мы едим больше, а получаем меньше. На первый взгляд кажется, что еды сегодня много. Полки магазинов ломятся от продуктов. Проблема в другом. Современные овощи, фрукты, зерновые содержат значительно меньше витаминов, чем несколько десятилетий назад. Причин несколько. Почвы постепенно истощаются. Овощи выращиваются ради урожайности и красивого внешнего вида. Плоды часто снимаются недозрелыми, чтобы они выдержали транспортировку. Долгое хранение, заморозка, обработка и приготовление пищи дополнительно разрушают многие витамины. Получается парадокс. Человек может есть достаточно калорий, но при этом испытывать скрытый витаминный дефицит. Именно поэтому сегодня все чаще говорят не о количестве еды, а о ее питательной ценности. Почему витамины нужны каждый день? Организм человека похож на огромный завод. Каждую секунду происходят миллионы химических процессов. Для каждого процесса нужны маленькие помощники. Именно ими являются витамины. Без них невозможно нормально получать энергию, обновлять клетки, защищаться от инфекций, работать мозгу, сердцу, мышцам и иммунитету. Большинство витаминов организм практически не запасает, поэтому получать их желательно ежедневно. Вот официально рекомендуемые нормы витаминов для взрослых. От витамина С, витамина D, В, D, А. Витамин С – защита и восстановление. Официально рекомендуемая норма для взрослых – 100 мг в сутки. Витамин С участвует в работе иммунитета, помогает восстанавливаться тканям, укрепляет сосуды и необходим для образования коллагена. При длительном недостатке могут появляться постоянная усталость, медленное заживление ран, кровоточивость десен, снижение сопротивляемости инфекциям. Витамины группы В – энергия для организма. Это целая команда витаминов. Каждый выполняет свою работу. Витамин В1 рекомендуется около 1,5 мг в сутки. Помогает превращать пищу в энергию. При недостатке появляется слабость, раздражительность и снижение работоспособности. Витамин В2. Норма 1,8 мг. Необходим коже, глазам и нервной системе. Его нехватка может проявляться трещинками в уголках губ, ухудшением состояния кожи и повышенной утомляемостью. Витамин В3. Рекомендуемая норма 20 мг. Поддерживает обмен веществ и здоровье нервной системы. Витамин В5. Норма 5 мг. Участвует в выработке энергии и гормонов. Витамин В6. Норма 2 мг. Необходим для работы мозга, иммунитета и обмена белков. Биотин. Рекомендуется 50 микрограмм. Поддерживает здоровье волос, кожи и ногтей. Фолаты. Норма 400 микрограмм. Особенно важны для образования новых клеток крови. Витамин В12. Рекомендуемая норма 3 микрограмма. Необходим для нервной системы и кроветворения. При длительном дефиците могут появиться слабость, онемение рук и ног и ухудшение памяти. Витамин А. Рекомендуемая норма. Мужчины 900 микрограмм, женщины 800 микрограмм. Поддерживает зрение, иммунитет и состояние кожи. Недостаток может ухудшать сумеречное зрение и снижать защитные силы организма. Бета-каротин рекомендуется около 5 мг. Это природный предшественник витамина А и одновременно мощный антиоксидант. Витамин Е. Норма 15 микрограмм. Защищает клетки организма от повреждений, участвует в работе иммунной системы. Витамин D. Официально рекомендуемая норма 15 микрограмм или около 600 международных единиц. Давайте подробнее остановимся на витамине D. Витамин D – это не просто витамин для костей. Его рецепторы находятся практически во всех тканях организма. Он участвует в работе иммунной системы, мышц, нервной системы, помогает поддержать нормальный обмен кальция и фосфора. По оценкам специалистов, недостаток витамина D встречается особенно в странах, где большую часть года мало солнечного света. Как понять, что витамина D может не хватать? Первое – боль в пояснице и костях. При длительном дефиците витамина D нарушается обмен кальция, что может приводить к снижению прочности костной ткани и появлению болей в пояснице, тазу или других костях. Второе – мышечная боль. Если вам стало труднее подниматься по лестнице, вставать со стула или вы быстрее устаете при обычной нагрузке, одной из причин может быть недостаток витамина D. Третье – снижение настроения. Некоторые исследования показывают связь между низким уровнем витамина D и ухудшением настроения. Особенно это заметно осенью и зимой, когда солнечного света становится меньше.
Однако витамин D не единственная причина депрессии, поэтому при стойком снижении настроения необходима консультация врача или специалиста. Четвертое. Частые инфекции. Витамин D участвует в работе иммунной системы. При его недостатке защитные механизмы организма могут работать менее эффективно, и человек может чаще сталкиваться с инфекциями. Пятое. Нарушение сна. Дефицит витамина D связывают с более низким качеством сна и повышенной дневной сонливостью. Однако причины бессонницы или храпа могут быть разными, поэтому важно рассматривать этот симптом в комплексе с другими признаками. Шестое. Повышенный риск некоторых заболеваний. Исследования показывают, что низкий уровень витамина D связан с более высоким риском развития некоторых аутоиммунных заболеваний. Это не означает, что дефицит витамина D является их единственной причиной, но его недостаточный уровень считается важной частью поддержания нормальной работы иммунной системы. Важный вывод. Ни один из этих симптомов сам по себе не доказывает дефицит витамина D. Они могут возникать и по другим причинам. Самый надежный способ узнать свой витамин уровня D – это лабораторный анализ. Если анализ подтверждает недостаток, подберите дозировку, которая позволит вам безопасно восстановить нормальный уровень витамина D. Этот витамин необходим не только для костей, он участвует в работе иммунной системы, мышц и многих других процессов. Во многих регионах России солнечного света недостаточно, особенно осенью и зимой. Поэтому именно витамин D считается одним из наиболее распространенных дефицитов. Витамин К. Рекомендуемая норма 120 микрограмм. Он необходим для нормального свертывания крови и здоровья костной ткани. Можно ли получить все витамины только из еды? Теоретически да, практически это становится все сложнее. Для этого рацион должен быть максимально разнообразным каждый день. В нем должны присутствовать свежие овощи, зелень, ягоды, рыба, мясо, яйца, молочные продукты, орехи, бобовые и цельнозерновые продукты. Но в реальной жизни большинство людей питается намного проще. Добавьте сюда стресс, возраст, болезни желудочно-кишечного тракта, прием некоторых лекарств и высокие физические нагрузки. И риск дефицита становится все выше. Нужно ли принимать витамины? Самостоятельно назначать себе большие дозы витаминов не стоит. Больше не всегда лучше. Избыток некоторых витаминов тоже может быть вреден. Но соблюдать рекомендуемые суточные нормы, утвержденные надзорными органами, в данном случае главным санитарным врачом, разумный подход, особенно если питание нельзя назвать идеальным. В идеале решение о приеме добавок лучше принимать, обращая внимание на суточные нормы, или консультируясь со специалистом по питанию, учитывая анализы, образ жизни и особенности здоровья. Главный вывод – витамины – это не лекарства. Это вещества, без которых организм просто не может нормально работать. Сегодня качество продуктов уже не такое, каким было раньше. Поэтому вопрос уже не в том, нужны ли человеку витамины. Вопрос в том, получает ли он их ежедневно в количестве, которое действительно необходимо организму. Если нет, то небольшой дефицит сегодня может незаметно превратиться в серьезные проблемы со здоровьем через несколько лет. Именно поэтому важно не ждать появления болезней, а поддерживать организм каждый день. Берегите свое здоровье. Оно формируется не тогда, когда вы заболели, а тогда, когда ежедневно обеспечиваете организм всем необходимым. Где вы можете получить все витамины сразу? Самый простой способ – комплексные витамины, которые сделаны так, чтобы прием одних витаминов не мешал приему других витаминов. Если я рекомендую, какие витамины употреблять, я обязан вам рассказать, и какой комплекс выбрать, в котором я уверен, у проверенного производителя с доставкой практически в любую страну мира. Неважно, живете ли вы в России, США, Канаде или Германии. Это доступно в любой стране мира. Витаминный комплекс, в котором я уверен, это новая версия витаминно-минерального комплекса, в которой сделан акцент на максимальную биодоступность и натуральные высокоусвояемые формы, защищенные от риска токсичной передозировки, не повышают кислотность желудка, стабильны и безопасны даже при чувствительном ЖКТ, в отличие от обычных синтетических витаминов, продаваемых в аптеке. Напишите в комментарии витамины, и я отвечу вам в личном сообщении.